Ну что, мои прекрасные, я приветствую вас в основных пространствах нейроведения. И сегодня мы опять порефлексируем относительно мыслей. Да, что же человек все-таки думает? Ну, если нам важно все же, да, что человек думает. У нас будет с вами небольшая сигнификация, которая позволит вам понять, ваша история или не ваша. Напомню, что я не сигнифицирую на королях и на дамах, да, как часто это делают. Вот, у нас просто сигнификация жизненной ситуации, вы понимаете, ваша история или не ваша. Опять же, вот такая, знаете, вишенка на тортике, самая-самая квинтэссенция всего происходящего, либо практическая, либо метафорическая. Сегодня будем работать на колоде, которая называется, насколько помню, колесо года, да, что тут такое, не совсем то колесо, но какое-то колесо. Окей. Загадывайте вашего партнера. Я не знаю, придет он или придет что-то другое, потому что расклад общий. Буквально одной картой я покажу сигнификацию, вы поймете, ваш или не ваш, без всяких там рыбов, раков, скорпионов, огней и прочее. Вот мы немножко с вами все-таки про практичную сигнификацию. Практичная сигнификация связана с какими-то событиями жизни, ну что-то, в общем, какая-то подсказка. То есть, смотрите, это он, это вы, да, относительно всей этой ситуации. Он. Но он, смотрите, либо считает, что уже что-то закончено и завершено. Может быть, смотрите на бывшего, либо у него сейчас огромное количество проблем, с которыми ему необходимо справиться, а потом, значит, он будет рефлексировать уже в чью-то сторону. Итак, десятка мечей. Финалочка, да, финалочка. Сейчас посмотрю, с чем это связано. Да, он такой, знаете, побежденный, но не сломленный. Я еще смеюсь, может быть, правда, он практикует гвоздистояние, и в этом случае десятка мечей – это положительная карта, означающая, что он так переисполнится сейчас на своих гвоздях. А как знать, может быть, знаете, судьба, да, воткнула ножи в спину. Давайте посмотрим, почему десятка мечей у человека. Понятно. Скорее всего, он будет очень сильно сожалеть из-за того, что что-то закончилось, завершилось. Это связано с семьей. Это связано с тем, что, например, он очень хороший сын, там, знаете, или хороший отец, а нет возможности либо видеться там с семьей, там, с детьми, к примеру, да, там, или там, не знаю, с родителями, родственниками, да, то есть он очень сильно рефлексирует относительно потери семьи, да, шестерка чаш очень часто карта воспоминаний все же, да, поэтому вот будем смотреть, вы его семья или просто он рефлексирует. Хорошо, вы в этой ситуации кто? Вы в этой ситуации. Но я так понимаю, что это ваша все же сложная ситуация, потому что, смотрите, у него как бы не сильно есть сейчас силы на действие, скажу сразу, да, он больше в каких-то своих воспоминаниях варится, которые его, конечно, добивает. Вот. А девятка жезлов, посмотрите, как вы куда-то карабкаетесь, да, есть ощущение мощнейших ограничений, что с его стороны, что с вашей. Однако, когда я смотрю вашу карту, там как-то все-таки энергия какая-то присутствует. Ну ладно, раз я вытаскивала бонусную карту на вашего чемодана, вам тоже немножко подсвечу историю. Почему девятка жезлов, с чем связано? Вообще, на самом деле, она достаточно тяжелая карта, потому что сил почти нет. Однако, там, то есть силы же какие-то все-таки еще остаются. Ну, либо вы не получаете сейчас обратной связи от этого человека, очень сильно скучаете по некой тактильности, девятка кубков, да, девятка чаш. Но у меня ощущение все-таки, смотрите, что человек ситуацию отпускает, а вы пока еще можете надеяться на какое-то продолжение, которое, ну, собственно, пока мифическое, да, пока мифическое. Есть ощущение, что вы всячески можете удерживать эту связь, да, именно на своей энергии. Да? Девятка – это тогда, когда мы уже умеем пользоваться энергией, умеем пользоваться подарками силы. И, собственно, я про это часто очень говорю, например, в проживании арканов, собственно, почему так получается, что разворачивается ситуация. Вот в девятке есть ощущение, что вы делаете все, да, чтобы, знаете, как переломить ход судьбы. Хорошо, давайте смотреть мысли относительно вас сегодня. Кто-то, например, смотрите, может там крутить свечи, да, на усиление связи, там какие-то ритуалы делать, ну, психологические, там неважно, потому что вы всячески пытаетесь быть либо там в центре внимания, либо удерживать эту ситуацию. Вы ее держите активно очень, не отпускаете, а человек, знаете, уже прям отпускает. Такое ощущение, что это какая-то некая умирающая связь, да, тут вот он в коматозе, а вы пытаетесь все это, да, оживить. Окей, хорошо. Ну что же, мысли относительно вас сегодня.
Так, интересно, конечно. Карта мага, девятка пентаклей. Ну вот смотрите, несмотря на состояние человека, мысли-то у него есть. Сейчас я еще третью, король пентаклей. Ну, не знаю, может быть, он, конечно, на вашей личной силе сейчас пытается воспрянуть духом, потому что мысли относительно вас этой серии, эх, было бы больше денег, было бы больше ресурсов, все могло бы быть иначе. А может быть, смотрите, ситуация с тем, что это вы как бы тянете сейчас, да, это либо семейную историю, либо просто отношения, коммуникацию, но все же по-разному. Ну, и, может быть, вы живете несколько в иллюзиях. Мне, конечно, не показывает карту иллюзии, но ощущение, что вот у вас какой-то внутренний момент одержимости даже некой, да, одержимости, когда вы человеку всячески помогаете стать таким, как вам надо, да, а он просто понимает, что у него нет ресурсов. И здесь, ну вот понимаете, такое, что либо через какой-то момент, знаете, вот мысли приведут к тому, что я весь такой классный, и я уж не знаю, останетесь вы в его жизни или нет, потому что вы слишком прям накачиваете его ценностью. Да, как бы, а пока такая ситуация вот нам прям показывает, да, ситуация сожаления вообще, что вот было бы у него больше ресурсов, все могло бы быть иначе, да, это карта мага, девятка пентаклей и, собственно, и король пентаклей. Да, здесь человек тоже пытается продавить пространство, ну, в отличие от вас, как бы у него сильно прям на этой энергии нет. То есть он просто предается воспоминаниям. Ну вот, в общем, вот такая история.